Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. После завершения предыдущего проекта у нас в мусорной корзинке остались вот такие обрезки. Ткань, нитки, ватин. Самый простой способ от них избавиться – просто выкинуть. Ага, попробуйте вот это сказать увлеченной лоскутнице. Как говорят, рискни здоровьем. Не слушай внутренний свой голос, он тут снаружи не бывал. Для начала мелко изрежем этот текстильный мусор и тщательно его перемешаем. В качестве основы возьмем самую простую марлю или широкий бинт. Выложим на нее нашу текстильную начинку и завернем края. Помните, как в том анекдоте, когда слон обвалялся в муке, смотрит на себя в зеркало и говорит: «Ничего себе пельмешек!» А у нас пирожки с мусором. Естественно, эти заготовки надо тщательно проутюжить с паром, прижать их. А дальше прошьем, простегаем наши полуфабрикаты. Строчку сделаем трикотажным швом. Еще ее называют зигзаг в 3 прокола. Такое соединение получается более эластичным, и широким швом удобнее работать. Вся эта работа занимает буквально пару минут, и можно таким образом сразу же прибирать мусор, не копить его. А что дальше делать с этими заготовками? Использовать в качестве набивки уплотнителя. Такие прошитые, простеганные пласты гораздо удобнее, чем просто скомканная кучка мусора. А сейчас мы вспомним самый старинный, народный, гениально простой способ работы. Такие блоки можно сшить вручную, без использования швейной машинки, буквально на коленке. Для работы приготовим квадраты 15 на 15 сантиметров. Конечно, вы можете взять свои размеры. Для удобства работы все детали разложим по кучкам. 2 – это светлые ткани 2 цветов. И еще 2 кучки – более насыщенные цвета. Возьмем красные и синие. Цветовая гамма у каждой рукодельницы будет своя. Единственная рекомендация – в работу брать ткани с мелким рисунком. И еще, когда шьете цветное полотно, не берите чисто белые и черные ткани. Дальше мы на швейной машинке соединяем, сшиваем вместе попарно все детали. Готовый блок будет состоять из 4 квадратов. Начинаем работу с красного квадрата, соединяем его со светлым. Потом тут же, не обрывая нитки, не делая никаких промежуточных стежков, приставляем и прошиваем пару с синим квадратом. Шить надо много, поэтому сразу же работаем со всем массивом заготовок. Получившиеся детали из 4 квадратов расправляем, припуски на швы направляем в сторону темной ткани. Все сгибы разглаживаем. Для того, чтобы получить простую квадратную заготовку, надо просто сложить эту деталь
и прошить одним швом. Это уже мы умеем делать. Но в сегодняшней работе есть небольшая хитрость. Мы же максимально облегчаем себе работу, убираем лишние операции. Поэтому, когда мы расправляем два отшитых квадрата, то соединительный шов делаем следующим образом. Сначала одну короткую сторону, потом длинную со стороны сцепленных центров, а потом короткую. У нас должен получиться конвертик, пилотка. Центры у нас уже на месте, они никуда не денутся. И, конечно же, шьем все сразу, гирляндой. Экономим нитки, время, деньги и нервы. Работаем максимально технологично. Так, а вот теперь смотрите. По старинной технологии, если все операции делать вручную, то на этом этапе надо вывернуть заготовку, расправить углы, взяться руками за середины свободных сторон и развести их в стороны. Таким образом соединяются вместе два отшитых уголочка. Затем внутрь вкладывается кусочек наполнителя. Открытые края подворачивали и зашивали вручную. В качестве наполнителя раньше использовали то волокно, которое было доступно, к примеру, ту же самую овечью шерсть. А потом этот конвертик-подушечку простегивали, прошивали ручными стежками. Но мы же стараемся все облегчить. Подворачивать открытые срезы довольно сложно и долго, поэтому работаем немного по-другому. Заготовки не выворачиваем, а сразу же складываем конвертиком, швами наружу и прошиваем центральный шов, оставляя отверстие для выворачивания. Получившийся конвертик выворачиваем и внутрь помещаем нашу мусорно-марлевую заготовку. А потом на швейной машинке прошиваем диагонали, тем самым сразу же зашиваем оставшиеся отверстия и делаем дополнительную стежку, чтобы наполнитель не смещался. При желании можно пришить петельку. Сегодня у меня получились просто две прихватки. Крепкие, долговечные, из натурального хлопка. Конечно же, самые внимательные зрители догадались, что из таких блоков шьют те самые знаменитые есенинские одеяла. И в классическом варианте их соединяют вручную, иголкой с ниткой. Но можно все сделать и на швейной машинке. Соединять в стык тем самым трикотажным швом зигзаг в 3 прокола. Таким способом можно потихоньку наращивать, увеличивать лоскутное одеяло до любого нужного вам размера. А сегодня у нас просто прихватки, потому что сапожник без сапог. Все, что сшила раньше, уже раздарила. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте,
творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!